Добрый день, уважаемые зрители! Вы находитесь на канале Адская Пекарня, и это рубрика YouTube School. Пару недель назад мы научились с вами осознанно подходить к созданию своего YouTube канала. По сути, все ранее описанные действия можно было выполнить и с помощью смартфона, но для того, чтобы создать действительно качественный контент на YouTube, нужно обязательно иметь под рукой ПК. Сегодня же мы поговорим именно о выборе необходимого оборудования. Я уверен, у большинства из вас и так уже есть ноутбуки и пекарни, поэтому, чтобы стартануть свой влог, вам не обязательно полностью перестраивать свой компьютер или тратить последние средства на апгрейд ноутбука. Начните свой канал до того, как поймете, что вы уже готовы. Выпустите свои первые видеоролики, а затем по факту улучшайте именно те аспекты, которые по вашему мнению или по мнению вашей аудитории имеют недостатки. Например, у вас уже есть наушники с микрофоном или лежит старая петличка. Да, возможно, звук из нее, мягко сказать, не очень, но это совсем не повод сразу бежать за новой, с активным шумоподавлением и сотни прибамбасов и тратить на нее десятки тысяч рублей. Снимите первый ролик с той петличкой, которая есть именно у вас, и попробуйте поработать со звуком, сделайте первый монтаж. А затем, когда вы уже отработаете схемы и поймете, что к чему, поймете алгоритм работы, можно будет задуматься и над апгрейдом. Данный видеоролик как раз и является той самой рекомендацией апгрейда или пособием, как собрать бюджетное рабочее место для блогера. Сегодня мы разберемся, на какие комплектующие стоит обратить внимание, какую периферию лучше подобрать, что подойдет больше, ПК или ноутбук, и почему стоит начать до того, как ты поймешь, что готов. Дорога блогера достаточно длинная, на вашем пути встретится огромное число всяких трудностей, и если постоянно не апгрейдить свой левел, не прокачивать свои навыки сценариста, режиссера, монтажера и так далее, то в какой-то момент вы поймете, что застряли в непроходимом болоте. То же самое касается передаваемой картинки и голоса озвучки. Чтобы максимально захватить аудиторию с помощью видео, качество изображения должно быть на высшем уровне, а на фоне не должно быть слышно пуков, скрипов и покашливаний. Именно над этим сейчас я и работаю. Аудитория YouTube достаточно требовательна относится к качеству. И именно из-за этого фактора алгоритмы YouTube более охотно продвигают ролики в формате 4К. Для того, чтобы достичь желаемого качества, придется потратиться на сборку или апгрейд вашей пекарни, либо приобрести более мощный ноутбук. Давайте разберем основные комплектующие, влияющие на скорость и качество рендера. На основе данных параметров вы сможете собрать хороший ПК в условиях ограниченного бюджета в течение полугода либо года, постоянно улучшая качество своих роликов, начиная от HD, заканчивая 8К разрешением. Более того, такой ПК вы сможете использовать не только для видеомонтажа, но и для работы с 2D, 3D графикой и моделированием, для программирования на высоком уровне, включая нейросети, машинное зрение, а также для современных видеоигр. Хотел еще обратить внимание, что для того, чтобы собрать действительно сбалансированный ПК, нужно обращать внимание на все характеристики комплектующих. Данное видео не является руководством к сбору ПК, это лишь рекомендация, на какие параметры стоит обращать внимание начинающему блогеру или летсплейщику в первую очередь. Если ваша цель собрать мощный компьютер под ваши задачи, то стоит также обратить внимание на специализированные статьи из данной сферы. Первым наиболее важным компонентом является процессор. Тут наиболее актуальны три характеристики. Это количество ядер, тактовая частота и количество потоков. Я рекомендую выбирать процессор с 6 ядрами и более. Обычно такие процессоры имеют 12 и более поток. Техпроцесс 7-10 нанометров с частотой от 3,5 ГГц. Стоимость таких камней начинается от 17 до 25 тысяч рублей. В принципе, это 3-5 месяцев торговли в Steam. Все это прямо влияет на производительность системы как в играх, так и в работе. Лично я использую процессор AMD Ryzen 5 поколения 3600X. Достаточно хороший процессор в своем кластере, но за последние несколько лет он прибавил в цене. Использование данного процессора позволяет рендерить ролики в 4К без особых проблем. Далее по важности идет видеокарта. Рынок видеокарт сейчас очень плох, цены очень высокие, что-то конкретно порекомендовать в данном случае я не могу, но если вам удастся поймать RTX 3050 по заявленной цене в 25-30 тысяч рублей, то вы просто чемпион. Основные характеристики — это объем памяти и частота видеопроцессора. Рекомендую начать выбор с 6 ГБ видеопамяти, стартовая цена 42 тысячи рублей. Если это переваливает через ваш бюджет, то можно обратиться к видеокартам GTX серии 970 и выше. В данном случае объем памяти 4 ГБ. Стартовая цена 24 тысячи рублей, что также укладывается в 3-6 месяцев работы в Steam. Лично я как раз черпаю по самому дну. У меня видеокарта GTX 970. В современных реалиях мне ее вполне хватает и для работы с простенькими 3D чертежами, и для работы с машинным зрением. Для видеомонтажа также ее достаточно. Однако в этом году я планирую обновиться до уровня как минимум в RTX 3060 стоимостью 75 тысяч рублей. Теперь нужно выбрать оперативную память. Оперативная память влияет на быстродействие вашей программы для монтажа.
монтажа. Чем больше, тем лучше. Обращать внимание на формат памяти, чтобы планка была совместима и с процессором, и с материнской платой, а также на тайминг. Минимальный объем 16 гигабайт. В дальнейшем рекомендую апгрейдить до 32 и более. Стоимость на комплектующие может разниться в зависимости от поддерживаемого типа памяти. Последний наиболее важный комплектующий является выбор твердотельного накопителя. Я рекомендую использовать два вида. Недорогой Hard HDD с объемом памяти от 1 терабайта и SSD формата M2 объем памяти 512 гигабайт и выше. На первом вы будете хранить все свои исходные файлы, пререндеры и так далее. Второй же будет использован для работы программы и быстроты обработки и сохранения информации. Обращать внимание на скорость чтения и записи. Это наиболее важные параметры. Я использую твердотельный накопитель SmartBuy на 1 терабайт. В целом покупка обойдется вам от 10 до 14 тысяч рублей. В сумме подобная сборка, включая другие комплектующие и косметику, обойдется вам в районе 70-80 тысяч рублей. Это большая цифра, именно поэтому я рекомендую вам последовательно подходить к этому делу и апгрейдить уже имеющийся ПК. Если же у вас до сих пор нет никакой пекарни, то рекомендую подкопить именно подобную сумму, а затем амортизировать на 5 лет. Примерно столько времени ваш ПК будет работать без нареканий до следующего апгрейда. Такую сумму реально заработать за 9-15 месяцев работы в Steam. А если искать другие способы заработка, то получится еще быстрее. Если вы хотите сделать это быстрее, то советую обратиться к нашему циклу статей «Основы финансовой грамотности» на Дзен канале. Ссылочка на них будет в описании. Теперь, когда мы разобрались с основным железом, настало время поговорить о периферии. Если у вас уже есть ПК или ноутбук, то вам стоит начать именно с данных комплектующих, а потом уже переходить к апгрейду основного железа. Чтобы тянуть момент и немного посмаковать, начнем с наименее важного устройства. Но не забывайте, что на временной ленте вы можете переходить к описанию наиболее важных для вас комплектующих. Начнем с монитора. Монитор очень важен, так как когда вы решите сделать YouTube своим постоянным видом деятельности, то вы будете проводить огромное количество времени перед ним. Чтобы снизить нагрузку на глаза, рекомендую подобрать качественный монитор с частотой от 120 Гц и разрешением 2К и выше. Это сделает восприятие изображения более приятным, глаза будут меньше уставать. Стоимость такого монитора стартует от 37 тысяч рублей. Лично я пока не дошел до этого этапа, но со временем планирую перейти на профессиональный монитор. На данном этапе я, как и большинство, использую самый обыкновенный безымянный монитор. Не менее важно подобрать клавиатуру и мышь. Вам придется печатать много текста, поэтому очень важен ход и расположение клавиш, чтобы вам было приятно нажимать на все кнопки. Мышь вам пригодится при работе в браузере и при монтаже. Рекомендую с кнопками переключения вперед-назад в браузере, а также с возможностью регулирования скорости. Важно строить отклик клавиш под себя, чтобы было максимально комфортно работать. Тут во многом дело вкусовщины, так что подбирайте всю аппаратуру под себя. Правильно подходите к выбору гарнитуры. Желательно, чтобы в наушниках не было посторонних шумов, они имели шумоподавление и не приносили дискомфорт ушам и голове. При добавлении звука и добавлении музыки, исходящий из наушников звук должен максимально четко передавать реальное состояние вещей, быть чистым. Я использую AirPods второго поколения. Они передают все звуки на высшем уровне, не включая некоторых видов басов. Вы же можете посмотреть для себя другой тип гарнитуры. Но перед покупкой обязательно протестируйте несколько штук в магазине, особенно если вы планируете работать с музыкой. На старте пренебрегать гарнитурой я не советую. То же самое касается и микрофона. Существует огромное количество именно профессиональных микрофонов. Подобрать действительно сносный микрофон очень тяжело. Однако наиболее перспективным в бюджетной категории является Fine. Его стоимость не превышает 3000 рублей. Сейчас я представлю вам два фрагмента видео. На первом я записывал свой голос на свою старую гарнитуру. На втором я уже использовал новый микрофон. И всем привет! Вы на канале Адской Пекарни и Всем привет, дорогие подписчики канала Адская Пекарня. Сегодня заключительный ролик 2021 года и разница чувствуется, как я полагаю. Да, он не идеален. Придется поработать над подачей, убрать все возможные посторонние шумы с фона, что не всегда получается, а также выполнить обработку аудиодорожки. Но, как мне кажется, на старте это must have. Затем, по мере роста канала, его все так же можно обновить на более качественный. Что касается видеокамеры, то тут я помочь не могу, так как я ее не использую. В дальнейшем, возможно, если я начну снимать видеоролики с использованием веб-камеры, то я предполагаю, что сделаю отдельный ролик на эту тематику. Самый последний вопрос, который, я думаю, интригует вас, это ноутбук или ПК? Мой ответ прост. И то, и то. Пекарни обычно обладают большей мощностью, чем ноутбуки, однако ноутбуки мобильные. Так кто вам вообще мешает использовать и то, и то? Можете собрать мощный производительный ПК и выполнять рендер-монтаж на нем, а ноутбук использовать только если вам нужно куда-то уйти или уехать. На недорогом малопроизводительном ноутбуке вы сможете делать легкий монтаж прямо в дороге, а затем, вернувшись домой, перекинуть исходники и файлы с монтажом на основной компьютер и отрендерить видео в изумительном качестве. Лично я так и делаю. Из-за того, что я постоянно в движении, я беру
беру ноут с собой и спокойно делаю свою работу в дороге или за обедом. А затем спокойно могу перекинуть нужные файлы на основную лошадку и продолжить свои дела на ней без всяких проблем. Вердикт такой: если встал выбор, то начните с пекарни. При необходимости со временем докупите ноутбук. Но если у вас уже есть ноут и вы знаете, что 90% времени вы в дороге, то тогда стоит использовать именно мощный ноутбук. Ну и в заключение стоит подумать об организации рабочего места с точки зрения эргономики. Стоит обратить внимание на качественный стул и стол, чтобы вам было удобно работать за ними. Это как минимум обязательно для вашего здоровья, и не стоит пренебрегать этими вещами в принципе. Съездите в магазин и выберите наиболее комфортабельные вещи. Дополнительно можно прикупить шкафчик, чтобы стол был чистый и ничего не мешалось под руками. И настольную лампу при необходимости. Вот в принципе и весь workspace, который вам необходим. Видно, конечно, что нифига это все не бюджетно, и баланс уже давно перевалил за 100 000 рублей. Однако, как я уже говорил в начале ролика, не нужно бежать на старте и покупать все это. Это универсальный алгоритм, который подойдет как для фрилансеров или людей, работающих на удаленке, так и для блогеров. На первом этапе просто начните с самого нуля, без вложений, с тем, что вы уже имеете. Встроенный микрофон? Окей. Нет наушников? Тоже не беда. Подойдут первые попавшиеся в фикс-прайсе за 60 рублей. А затем, когда уже проникнетесь этим делом, поймете, что хотите улучшать контент, выходить в топ, привлекать все большую и большую аудиторию, то наращивайте свой бюджет и апгрейдите свой инвентарь. Начните с микрофона и гарнитуры, чтобы вашему зрителю было приятно вас слушать. Затем апгрейдите свою пекарню, чтобы ролики были не вырви глаз в 360, а Full HD, а затем и в 4К. Улучшайте эргономику рабочего места, делайте свое пространство максимально удобным для вас, и тогда вы полюбите свой контент. А уж если вы сами полюбили свои ролики, то 100% это понравится и другим зрителям, и ваша аудитория будет все больше и больше. Начните раньше, чем поймете, что уже готово. Пусть вам будет казаться, что еще не все учтено и еще рано, все равно сделайте это, начните вариться в этом, практикуйтесь и, как я не раз уже говорил, экспериментируйте. Не спешите, не суетитесь, аудитория не придет к вам за один день. В спокойном темпе работайте над собой и над качеством представляемого вами материала, и тогда вас непременно ждет успех. На этой ноте, я думаю, можно закончить. Если вам понравился изложенный материал, то буду рад услышать ваше мнение в комментариях или поставленному вами лайк. Подписывайтесь, если вы здесь впервые, и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики на канале. Вы были на канале Адская Пекарня, всем приятного аппетита и до скорых встреч. Пока.